Наука о плодах называется карпологией. Нет, это не про рыб. Карпос по-гречески плод. Похоже, Грини придумал для нас целое исследование. Что это такое, девочки? Семена. Давайте вместе с вами их разглядим. Привет, большие и маленькие любители выращивания растений! С вами Анна Акинина, нетипичный фермер, и программа «Агрономики». Тут мы занимаемся настоящим садоводством и огородничеством, и кое-кому уже не терпится с вами познакомиться. Привет, меня зовут Гриня. С давних пор мы, фитошки, помогаем людям выращивать и оберегать все, что растет в саду и в огороде. Я очень люблю растения, изучаю их и с радостью поделюсь своими знаниями с вами. Помогу вам советами и подсказками. Похоже, к нам пришли гости. Гриня, давай встречать! Мигри. Это здесь принимают в агрономике? Мы хотим. А мы с Гриней очень рады гостям, особенно тем, кто любит растения. Вы любите растения? Да. Супер, молодцы! Давайте пятюню. Девочки, а вы знаете, когда начинают расти растения? Лиза? Когда приходит весна. Когда приходит солнце. Молодцы! А что нам нужно еще, чтобы у нас росло растение? Его нужно поливать. За ним нужно ухаживать. Девочки, вы молодцы, вы очень хорошо разбираетесь в выращивании растения. А в чем растет наше растение? В земле. Верно, в земле. Но мы с нашими зрителями определились, что растения растут не только в земле. Мы попробовали разные способы выращивания на микрозелени. А еще для выращивания нам необходимо солнышко. А как же зимой, когда его мало? А если зимой недостаточно света, то есть солнца, мы используем фитолампу. Но что еще необходимо, чтобы выросли наши растения? Семена. Правильно, семена. Без семян мы точно ничего не вырастим. Тема нашей программы – семена. Ведь семена – это половина успеха выращивания наших растений. А какие бывают семена, что с ними делать, мы разберемся с вами в этой программе. Но прежде чем мы начнем семена сеять, нужно бы их изучить. Гриня, помогай! Мигри, а я вам уже кое-что приготовил. Похоже, Грини придумал для нас целое исследование. Ну-ка смотрим, что тут перед нами. Что это такое, девочки? Семена. Семена, правильно. Давайте рассматривать повнимательней. Девочки, а вы вообще знаете, что такое семена? Из них выращивают растения. Правильно. Мадина, ты знаешь, что такое семена? Это детки растений. Правильно, это действительно детки растений. В семени прячется будущее растение и запас питательных веществ для его роста. Девочки, смотрите, что перед нами. Что тут такое? Фрукты. Фрукты и овощи. А что объединяет эти фрукты и овощи? У них тоже есть семена. Правильно, у них тоже есть семена. Давайте вместе с вами их разглядим. В авокадо у нас вот такое большое семечко. Вы знали, если его прорастить, можно вырастить растение? Не пробовали дома выращивать авокадо? Нет. Обязательно попробуйте. Где у нас еще семена? Смотрим. Здесь. Да, в помидорках. Но вы же выращивали у нас огурцы, помидоры. Знаете, что у помидор семена выглядят вот так. А где семена у клубники? В одной ягодке много семян. Если каждый из них посадить, из них вырастет растение и потом даст вот такой вот вкусный урожай. Девочки, а давайте посчитаем, сколько семечек внутри плода. У каждого по-разному. Правильно, смотрите, у клубники как их много-много. А у авокадо сколько?
Одно. У персика. Одно. Вы знали, что у одного томата около 200 семян? Не знали? Девочки, мы с вами съели клубнику с семенами. Значит, мы делаем вывод, что семена... Бывают съедобные и несъедобные. Правильно. У авокадо они несъедобные. Правильно, Мадина. У авокадо они действительно несъедобные. А вот у клубники их можно скушать. У помидора можно скушать? Да. У огурца? Да. Но что будет вкусней? Сам плод или семена? Сам плод. Правильно, конечно, плод будет вкусней. Смотрите, сколько семян приготовил для нас Гриня и дал нам важное задание. Мы с вами разберем семена от самых мелких к самым крупным. Так, давайте разбираться, какие у нас самые мелкие семена. Вот эти. Вот и как бы. Вот эти. Мне тоже кажется вот эти. А вы знаете, что это за семена? А семена от клубники. Но это семена салата. Какие по размеру подходят нам следующие? Вот эти. Правильно, смотрите, они зелененькие. Как вы думаете, чьи это семена? Арбуза. Правильно, арбуза. Следующие семена мы разместим эти. Кукуруза. Кукуруза. Какие следующие семена разложим? Вот эти. Вот эти. Или вот эти. Или вот эти, да. Что это за семена, знаете? Тыква. Тыквы, правильно. Вот это тоже семена тыквы, но они тут обработаны. Смотрите, они оранжевого цвета. Если приглядеться, семена одинаковые, видите? И последнее у нас осталось, что это такое? Это фасоль. Мы с вами разложили все семена по размерам, от маленького до самого большого. Вы отлично справились с заданием, вы настоящие агрономики. На самом деле семян огромное множество. Это и коробочки, и желуди, и стручки. И чтобы в них не запутаться, мы сейчас посмотрим рубрику «Агрословарь». Наука о плодах называется карпологией. Нет, это не про рыб. Карпос по-гречески плод. И сейчас мы, как настоящие ученые-карпологи, изучим виды сухих плодов. У односеменных растений такого типа семена называются зернышко, зерновка, как у пшеницы, семечко, семянка, как у подсолнечника. Еще есть орехи и желуди. А вот многосеменные сухие плоды – это или боб, или стручок, или коробочка, в которую часто прячутся семена цветов, такие как маки и орхидеи. Многие фрукты и овощи имеют сочные плоды с семенами. Эти плоды делятся на односеменные костянки с одной косточкой, как у вишни или персика, и многосеменные растения. С большим количеством семян растут и ягодовидные, и тыквенные, и гранатины, и даже яблоки. Ну, теперь, я уверен, вы точно выберете себе подходящие семена для посадок. А это половина успеха. Вот увидите. Мы с вами познакомились с множеством видов семян, и теперь можно их сажать. Ура! Но не все семена мы можем посеять сразу сухим способом. Некоторые семена нам нужно предварительно подготовить. Сейчас мы с вами будем замачивать семена. Я предлагаю взять вам семена гороха и подсолнечника. Трогаем наши семена. Какие они у нас? Твердые. И росточком через такие твердые семена очень тяжело проклюнуться. Поэтому мы с вами будем замачивать семена. Как только мы замочили наши семена, они были твердые, пройдет примерно 12 часов, и оболочка у семян станет мягкой. И как только она станет мягкой, наш росточек проклюнется. Поэтому семена микрозелени, подсолнечника и гороха мы предварительно замачиваем на 12 часов. Твердые семена мы с вами подготовили. Есть еще одна подготовка, и называется она интересным словом.
Стратификация. Слышали когда-нибудь о таком? Нет. Стратификация – это обработка семян холодом. Ведь если наши растения сбрасывают семена, они предварительно зимуют. Вот, например, упали наши яблоки или абрикосы. Чтобы они проросли, нужно, чтобы прошла целая зима. А как вы думаете, как нам создать процесс стратификации дома? Дождаться зимы. Хороший вариант. А ты как думаешь, Мадин, как нам эту зиму создать дома? Полить холодной водой. Хороший вариант, но я все-таки предлагаю вам заморозить наши семена, как в природных условиях. А где мы можем с вами семена заморозить? В холодильнике. Правильно. И дома мы можем устроить процесс стратификации нашим семенам. Будем мы с вами сеять в землю, но необычным способом, вместе со снегом. Когда-нибудь слышали о таком? Нет. Так, мы с вами насыпали грунт. Теперь нам нужно хорошенько его разровнять. Берем ложечки и разравниваем. Вы же сегодня видели, какие у клубники мелкие семена. Поэтому сеять мы их будем на снег. Снег у нас белого цвета, а значит семена мы легко на белом снегу увидим. Снег – отличное средство при посеве мелких семян. Семена на поверхности снега очень хорошо видно. И поливать грунт мы не будем, а увлажнит его наш снежок. Давайте накладываем снег. А земля-то теплая. Ой, теплая. Да. Это как сахар. Как сахар, накладываем. Только если его потрогать, это понятно будет, что это снег. Девочки, смотрите, какие у клубники мелкие семена. Их вообще можно не разглядеть даже в этом пакетике. Вот какие они мелкие. Давай все на разном расстоянии, только друг от друга, чтобы они у нас по всему лоточку сходили. Семена земляники садовые очень туго схожи, поэтому лучше их простратифицировать. Отправляем их в холодильник на 7-10 дней. Я вам расскажу еще об одном способе. Он тоже называется страшным словом. Скарификация. Давайте разбираться, что это такое. Для скарификации нам понадобится пилочка или наждачка. Мы будем повреждать оболочку семени. Это семена цветов. Называется этот цветок настурция. Настурцию мы обычно выращиваем как цветок, но на самом деле все части этого растения съедобные. Цветы, стебли и листья. А чтобы наши семена быстрее проклюнулись, мы будем их немножечко повреждать. Берем семечко и вот так вот со всех сторон его повреждаем. Ну что, девочки, раз мы с вами подготовили семена, значит посеем их? Да. Для этого нам понадобится земля. Насыпаем ее в горшочек. Утрамбовываем и раскладываем семена. Сверху засыпаем грунтом. И нужно хорошенечко полить. Конечно, такие растения будут прорастать примерно 7 дней. Но у нас с вами есть волшебство Грини. Я обожаю помогать. И Грин. Ого! Конечно, Грини у нас волшебник, помог нам быстро вырастить такую красивую настурцию. Мы с вами сегодня узнали много нового и интересного, научились выращивать растения, и мне кажется, пришло время подарков. Ура! Я вами очень горжусь. Вы сегодня большие молодцы, и вы достойны носить звание агрономиков. Спасибо. А вас, дорогие зрители, я жду в следующих программах. Выращивайте большие урожаи, выбирайте качественные семена, а мы с агрономиками обязательно научим вас любить и выращивать растения. До встречи в новых программах агрономики. Пока!